И снова здравствуйте, это Укрлайф с Людмилой Немирей, и мы продолжаем наш эфир. Хочу напомнить, что спонсор канала– торговая марка «Гетман». Совершенно недавно Международный институт свободы издал индекс экономики здравого смысла или экономический IQ стран мира. Чтобы представить этот индекс, сегодня у нас в эфире с нами на связи президент института, известный украинский и белорусский экономист, еще вам хорошо знакомый, популяризатор австрийской экономической школы. Он специализируется на реформах переходных экономик на постсоциалистическом пространстве. Ярослав Ромачук сегодня с нами на связи. Ярослав, здравствуйте. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Добрый день, спасибо большое за приглашение, за возможность представить наш очередной интеллектуальный продукт, поскольку это действительно первый случай, когда мозговой центр из Украины делает глобальный оригинальный индекс. Причем он такой, знаете, необычный. С одной стороны, он вроде бы такой простецкий, потому что IQ вроде бы и здравый смысл звучат совершенно не по-научному. Но с другой стороны, знаете, мы живем-то в очень сложные, бурные времена, когда значение стандартных макроэкономических показателей, оно такое, знаете, сомнительное. И вот для того, чтобы приблизить обыкновенному человеку, и полисемейкерам, и бизнесу ту жизнь, ту экономику, в которой мы находимся, и самое главное оценить адекватность действий правительства по тому, чтобы преодолеть сложное кризисное явление, вот мне в голову давным-давно пришла такая идея, которую я вот работал, и в конце концов мы вышли вот на первый такой глобальный индекс, в нем 131 страна. И я почему называю его экономический IQ или индекс здравого смысла? Потому что в основе лежит 10 простых постулатов, смысл которых очень понятен для каждого простого человека, который дружит с здравым смыслом. Он может быть не иметь экономического образования, он может не иметь там PhD какого-нибудь, он может быть просто вообще далек от любой экономики. Но когда человеку скажешь, лучше быть свободным, чем не свободен, ну поверьте мне, я думаю, что человек, что в Африке, что в Европе, что в Азии, что в Новой Зеландии, скажет, ну конечно же свободно быть лучше. И вот эти, на основании вот таких аксиом и построены, собственно, вот методология оценки стран, причем вот мы для того, чтобы ухватить эти как раз параметры и сделали там 6 известных авторитетных индексов, которые уже работают в этой сфере в каждом своем направлении больше там 2-3 десятков лет, и вот на основании вот этого мы их суммировали и сделали вот такой экономический IQ. То есть индекс здравого смысла или экономический IQ стран, знаете, вот когда вот человек температуру измеряет, давление измеряет, там, анализы принимает. Вот индекс здравого смысла – это вот такой агрегированный показатель качества или ума, что ли, если хотите, того или иного правительства страны, элиты, которая это самое правительство избирает и назначает. Самое уязвимое в этом рейтинге слово «здравый». Вот здравый, он же для всех по-разному звучит. И критерии здравости, они для всех разные. Поэтому я правильно понимаю, что мы вначале поговорим о критериях, да, которые вы тоже вспомнили. Да, вот смотрите, что такое здравый смысл? Первый критерий совершенно простой. Лучше быть свободным, чем рабом. Да? Ну вот аксиома, аксиоматично. Я думаю, что количество людей, которые согласятся с тем, что лучше быть рабом, оно минимально. Согласитесь, да? Вне зависимости от того, как вы себя позиционируете, либералом, социал-демократом, зеленым, красным, там, с севера, с юга, молодым или пожилым. Ну, тут просто совершенно очевидно аксиоматично, правда? То же самое, лучше быть в безопасности, чем лучше быть под угрозой опасности и потери жизни или здоровья. Опять-таки, вопрос безопасности, безусловно, является аксиоматичным, поэтому в этой ситуации, конечно же, лучше быть в безопасности, чем под угрозой потери жизни и здоровья. Лучше жить по праву, чем быть в бесправии. То есть закон джунглей нами руководит, либо все-таки верховенство права. Ну, джунгли, наверное, это для тех людей, которые там бандиты, мошенники, преступники, мафиози. А подавляющее большинство людей согласится, что, безусловно, лучше, чтобы мы были с вами в режиме права, верховенства права. Третья аксиома. Четвертая.
лучше, чтобы правительство работало для людей, для всех, чем для избранных олигархата, для богатых, для какой-то отдельной категории населения. То есть здесь тоже универсально, либо дискриминационно. Тоже, на мой взгляд, совершенно аксиоматично. Лучше быть богатым, процветающим, успешным, чем бедным, чем лузером. Опять-таки тоже понятно. Да, понятие богатства, оно относительно, но даже когда вот у нас в Украине 5400 долларов на душу населения, совершенно другая ситуация была бы, если у нас было бы там 20 тысяч, 30 тысяч. То есть тоже аксиоматично, когда у тебя богатства больше, у тебя возможностей больше, это тоже одна из аксиом экономики здравого смысла. Лучше быть счастливым, чем несчастным. Опять-таки не требует пояснения. Лучше быть, если вы в бизнесе, прибыльным, чем убыточным. Собственно, вы для этого бизнеса начинаете, любой проект начинается с того, что вы ориентируетесь на какую-то прибыль. Коммерческая компания ориентируется на прибыль в виде денег, гражданская организация ориентируется на свои показатели прибыли, то есть такой проксиологической, но тем не менее, опять-таки, это прибыль, это успех того, что вы задумали, да? Лучше быть здоровым, чем больным. Ну, совершенно очевидно, тут каждый человек хочет жить счастливо, в здравии, в здравом уме, как можно дольше. Это тоже показатель благополучия, и здравый смысл подсказывает, что это хорошо. Следующее, лучше жить в чистой природе, чем в грязной природе. Да? То есть лучше, когда вокруг чисто, аккуратненько, порядок, чем все загажено, реки загажены, леса вырублены, все захламлено. И опять-таки это тот параметр, который заложен в основу здравого смысла. И вот из таких конкретных аксиом здравого смысла, причем вот это понятие здравого смысла экономики не я выдумала, целый ряд ученых, которые книжки пишут об этом, вот экономика здравого смысла, Гвортни есть, и ряда американских, канадских ученых. Есть в Украине центр Бендукидзе, который занимается продвижением экономики здравого смысла как этого предмета. А это вот такой инструмент, который позволяет обыкновенному человеку, который, может, даже не следит каждый день за политикой, как мы с вами, за экономикой, посмотреть и сказать: друзья, вот за 4 года что сделало правительство в плане того, оно поумнело или не поумнело, да, либо оно поглупело. И вот этот инструмент, с нашей точки зрения, показывает, насколько в течение года, в течение там 2-3 лет, то или иное правительство, состав парламента прибавило здравого смысла в экономическую политику. Ну, давайте пойдем дальше. Вот каким образом мы сейчас будем представлять этот индекс, это вам лучше знать, вы его автор. Я просто обратила внимание, что вы поделили все страны на 5 групп. Я не знаю, начнем ли мы по группам или сразу с Украины начнем. Тут за вами слово, Ярослав, как за автором. Да, давайте, значит, в индексе 131 страна, и мы разбили их на 5 групп. 5 групп – это вот та методика, которая используется целым рядом других мозговых организаций. Это вот для того, чтобы показать вот по степени уменьшения разума и здравого смысла в экономической политике. Вообще-то это обидно звучит, Ярослав. По степени уменьшения. Как есть, ну да, я же не говорю по степени ума или по степени глупости, как можно сказать. Слушайте, ну если человек оценивает, например, свой IQ, да, он же тоже говорит, ну вот да, IQ одно дело 170, это такой гениальный уровень, там 200 это вообще запотолочный. Другое дело, когда мы говорим про то, что, значит, что IQ там 70-80, люди над ним не работают. Вот, поэтому первая группа, то есть как делается IQ? IQ делается, или индекс, следующим образом. Значит, берется 6 индексов, и в каждом страна в этом индексе имеет там свое место. Например, там индекс свободы человека. Да? Индекс свободы человека – это индекс Института Каттона, и, например, страны, там 165 стран, и вот, например, там какая-то страна занимает 1-е место, потом 2-е место. Вот это вот место в индексе – это есть балл, да? И по каждому из 6 индексов, да, индекс свободы человека, индекс экономической свободы, индекс защиты прав собственности и индекс верховенства
верховенства права, индекс процветания легатум и глобальный индекс инновационности. Причем в индексе процветания там есть и экология, там есть и социальные факторы, там есть и предпринимательство, там есть и все то, что связано со здравоохранением, образованием, как это есть в индексе инновационности. То есть все элементы, вот, которые я сказал, там аксиомы, они отражены так или иначе, оценены в этих индексах. И вот первая группа, значит, минимальное количество баллов, то есть максимальный IQ, самая умная страна в мире, может набрать 6 баллов. То есть 6 баллов – это та страна, которая во всех 6 рейтингах имеет первое место. Таких стран в мире нету. То есть самая Вообще первая… Вообще ни одной? Ну, потому что в первом месте находится Дания, да? Дания занимает, например, первое место, но в индексе свободы человека она на 3-м месте, в индексе экономической свободы на 6-м месте, в индексе верховенства права она на 1-м месте, индекс процветания 1-е, глобальный индекс инновационности 10-е. В результате получается, что у нее 24 балла. Первая страна в индексе имеет 24 балла. И это самый хороший результат. То есть есть к чему стремиться даже продвинутым умным датчанам. То есть первая группа это от 6 до 150 баллов. Это правительство умных решений. Это правительство, которое ориентируется вот как раз на те аксиомы, которые мы с вами обсуждали, и оно от них мало отходит. То есть она последовательно с года из года и политические элиты, и интеллектуальные, университетские, бизнес-элиты понимают, насколько это важно в стране. Если мы посмотрим на первую группу, то там сплошные процветающие, развитые страны. То есть здравый смысл в экономике дает нам самые хорошие, качественные параметры качества жизни. Это вот Дания, Швейцария, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Германия и Норвегия. Вот первая десятка стран самых умных. Это на самом деле тоже характеризует культуру спроса на мозги, культура спроса на как бы интеллектуальный качественный продукт, самокритика и самооценка постоянно. Причем, понимаете, когда мы говорим, что там не свобода и вот этот культурный код, он должен передаваться через институты среднего, высшего образования, через инфлюенсеров, в этих странах действительно вот эта преемственность, безусловно, присутствует. Вторая группа – это группа уряд розумковых суперечностей, это вторая группа 151-300 баллов, то есть это группа стран, в которых действительно большая преимущественная ориентация на здравый смысл в экономике, но есть определенные нюансы по тем или иным аспектам. Да? Это какие-то противоречия либо в экономической свободе, либо в инновациях, либо в предпринимательском климате. И вот в эту группу опять-таки входит Франция, Мальта, Испания, Литва, Португалия. То есть тоже, в принципе, доминирует здравый смысл, но последовательности явно здесь не хватает. Здесь в этой группе и Италия, здесь и Польша, Грузия, Армения, то есть здесь 21 страна, и заканчивается эта группа на 300 баллах, то есть 296 имеет Армения, она замыкает вторую группу. Чем дальше в группе, тем меньше здравого смысла, меньше интеллектуальный IQ, то есть опять-таки тут шкалу по сравнению у человека, да, чем выше, тем человек умнее, а здесь тем больше баллов, чем страна глупее, грубо говоря. То есть вот такая логика здесь присутствует. Третья группа это… Позвольте небольшое уточнение. Мы же должны сразу уточнять некоторые моменты, да? Вот вы сказали, что этим странам, в принципе, они действуют правильно, здраво, но им явно не хватает последовательности. Это их единственный недостаток. Это первый вопрос. И второй. Вот вы отметили Грузию и Армению. Это интересный момент, почему вы их включили. Они соответствуют каким-то определенным индексам, и Украина есть в этой группе? Да, действительно. Смотрите, Грузия имеет
По индексу свободы человека, опять-таки, 23 года, 24 год будет в декабре, Грузия заняла 42 место. В индексе экономической свободы 21 место. По этим показателям, например, Украина по индексу экономической свободы 24 года заняла 150 место. 150 – 21. Армения по индексу экономической свободы 36. Опять-таки, это существенно, это совершенно другая лига по сравнению с Украиной. Потом мы имеем индекс защиты прав собственности. Грузия 65-я, Армения 53-я, Украина 102-я. Потом имеем индекс верховенства права. Опять-таки Грузия 49-я, Армения 50-я, мы 80, по-моему, 8 или 89-я. Потом индекс легатум процветания, там где и экология, и социалка, и предпринимательский климат, и качество институтов по экономическому развитию, 53-я, 61-я. Соответственно, когда мы все баллы посчитаем, у Грузии получается 287, у Армении 296, да, а у Украины, забегая вперед, 557. И на ваш вопрос, а где находится Украина? Украина находится в 4-й группе с редкой ориентацией на здравый смысл в экономической политике. Проблески здравого смысла в экономической политике есть. То есть наш экономический IQ 557 баллов. С чего он складывается? Индекс свободы человека 83 место, индекс экономической свободы 150 место, индекс защиты прав собственности 102 место, индекс верховенства права 88 место, индекс процветания легатум 74, индекс глобальной инновационности 60 место. Обратите внимание, почему в легатум индексе процветания и инновационности Украина выше, чем другие, потому что там оценивается качество человеческого капитала. Люди у нас классные, то есть выходят со школы, да, с университетов, ребята по всем параметрам способны создавать интеллектуальный продукт, создавать нематериальные активы, знания, хорошие. Но вопрос в том, что институты, которые созданы в стране, правовые, финансовые, экономические, вот, они тормозят, блокируют и не дают возможность этому человеческому капиталу развиться. То есть, опять-таки, все, что делают люди, предприниматели, человеческий капитал, это хорошо, и это позволяет нам надеяться на то, что если мы радикально улучшим как раз то, что представляет собой государство, да, чиновники, бюрократы, номенклатура, правоохранители и так далее, вот если всю эту вот смирительную рубашку для роста разорвем, а наденем, наоборот, смирительную рубашку на государство, вот тогда вот этот человеческий потенциал, капитал, он действительно в стране нашей очень сильно заработает. Поэтому мы имеем ситуацию, когда в совокупном индексе Украина 89-я, из 131 стран наши соседи – это Тунис, Непал, Гватемала, Кения, Эквадор. Вот это для того, чтобы наши полисемейкеры, да, и те люди, которые интеллектуально обеспечивают их деятельность, понимали, что многие вещи, которые они делают, это не научно, это противоречит не только экономической науке, да, это противоречит здравому смыслу, потому что, будучи в 4-й группе стран, да, но это почти уже вылет в ту группу стран, которая называется группа экономического невежества. То есть нам буквально осталось еще чуть-чуть для того, чтобы мы опустились в эту группу. 30 с чем-то лет прошло, понимаете? Причем, заметьте, корреляция между охватом молодежи, высшим образованием, между грамотностью, между тем, сколько человек там, учителей приходится на 1000 учеников, нету. То есть у нас все с этим порядка формальными параметрами. Но судя по месту Украины в этих 6 рейтингах, которые описывают аксиомы здравого смысла, у нас не в порядок. Наше образование не про то. Это такой, знаете, набат для Министерства образования, да. Друзья, вам нужно очень сильно работать над тем, чему мы учим в школах, насколько мы готовим украинцев к взрослой жизни и пониманию того, в какую страну надо строить. По Украине зацепимся сейчас глубже или в конце? Как вы? Можно в конце. Давайте. Тогда идем дальше, пока по группам. Ярослав? Да, слышу.
Продолжаем, да? Тогда идем дальше по группам. Мы на второй группе, да, остановились. Теперь передвигаемся к третьей, да? Да, третья группа. Называется она, да, правительство умственного маятника. Ничего себе, это просто... Тут, знаете, мы разные использовали слова, тут маятник или качели, да, умственные или качели, потому что в данной ситуации речь идет о том, что нету зрелости элит, нету возможности делать то, что позволяет... Сейчас, Это тоже мы говорим о последовательности. Мы снова возвращаемся к слову последовательность. Значит, смотрите, вот если есть элиты, да, которые как являются как бы такими, знаете, архитекторами интеллектуального поля, да, они делают все для того, чтобы страна, вне зависимости от того, какие политики приходят к власти, да, она двигалась в одном стратегическом направлении. Вот когда американская конституция была там I have a dream или Life, Liberty and Pursuit of Happiness, да, жизнь, свобода и стремление к счастью, то там и правые, и левые, там и Гамильтон, и другие там президенты, правители, они, собственно, согласились, что это есть концепция развития страны. И чем дольше в этой концепции страна развивается, тем выше шансы, что она станет благополучной, потому что, ну, все люди, которые стремятся и хотят добра для своей страны, для своих соотечественников, они хотят, чтобы они были вот как раз, значит, здоровыми, богатыми, успешными, жили долго и счастливо. Вот, собственно, что и характеризует, собственно, этот индекс здравого смысла. Вот, поэтому, когда мы говорим про вот третью группу, а сюда входит Болгария, Греция, Венгрия, Панама, Перу, Молдова, Бразилия, да, то здесь есть элементы, которые, с одной стороны, показывают, что какие-то базовые вещи все-таки в стране есть, там нету, например, тотальной, значит, социализации, огосударствления, национализации, есть она фрагментальна, какие-то сектора, какие-то, вот приходит одна партия и больше популизма, больше бардака в финансах, в монетарной политике, и вот идет откаты, да, и какую-то вот нету, вот самое главное для нас, да, когда вот даже если у нас там после перемоги, да, мы получим правительство модернизации и развития, то главное, чтобы когда оно будет делать вещи, которые нужно исправлять, а есть исправлять очень болезненные вещи, то после нее не должно пройти другое, да, правительство, которое бы просто, ну, отмотало все обратно. То есть ревизионизм такой сделали. И вот здесь третья группа – это те страны, которые как раз не обладают последовательностью, устойчивостью, прежде всего, интеллектуальных, экономических элит, для того, чтобы обеспечить, минимизировать политические шарахания из стороны в сторону. Идем дальше? Да. Что у нас там следующая, четвертая группа? Если четвертая – это как раз, да? Правительство с редким проявлением разума или здравого смысла. Это действительно так, это потому жестко. Что это, знаете, это зависит. Это скорее, знаете, это скорее вот как, случайно появляется в любой стране в этой группе. Я назову несколько стран с этой группы: Намибия, Казахстан, Китай, Индия, Гана, Вьетнам, Сенегал, Аргентина, Украина, Кыргызстан, Россия, в том числе здесь, причем Россия практически на вылете находится, и здесь мы как раз имеем параметры, которые говорят, что все, что делается в этих странах, оно скорее не благодаря, а вопреки той политике и той идеологии, которая проводится. И вот здесь, смотрите, здесь есть очень серьезное в этих странах, одно из самых таких очевидных, да, которых можно заметить, это непонимание важности такого нематериального актива, как свобода. То есть мы, когда говорим, да, что по Марксу там, или классический элемент, вот когда идет, значит, вот труд, земля, капитал, это одно. А в современной экономике в 21 веке к этим трем элементам необходимо добавить также свободу, как нематериальный актив, который непосредственно влияет на экономический рост, на обеспечение модернизации той или иной страны. И вот как раз, когда мы посмотрим, что в этих странах не так, то в этих странах как раз имеют большие проблемы с экономической свободой. Значит, Украина
150 место. В этих странах нет ни одной страны, которая бы входила даже в 60-ку самых экономически развитых, экономически свободных стран мира. Вот. Поэтому, когда правительство и парламенты, и интеллектуальные элиты не понимают значения понятия экономическая свобода, естественно, полисимейкеры на своей волне, они устраивают там бюрократию, номенклатурный схематоз и тормозят развитие страны. И это как бы так или иначе влияет и на качество верховенства права, и на торговлю, и на конкурентоспособность, на те элементы, которые в конечном итоге и ведут ту или иную страну к процветанию и счастью. И вот поэтому вот эта страна, почему говорю, редкое проявление, потому что, знаете, бывает, вот, например, там Украина, какое-то правительство, какой-то парламент, какой-то законопроект один, он продвигается, но вся система не меняется. Если это проходит там не один цикл там, политический 5 лет там, или 10 лет, 2, а 30 лет, то это становится уже то, что называется институциональными авгиевыми конюшнями, которые, безусловно, требуют не просто косметических мер улучшения, совершенствования, а требуют очень серьезной ревизии, ломки. И даже если Америка, да, вот это очень важно заметить, да, создает специальное министерство по ликвидации вот того левиафана, который создали американцы, да, то есть этот орган, да, то, а у них же органы госуправления управляют, там, имеют там 38% госрасходы, да, у них далеко не такая токсичная бюрократия, как в странах, которые входят в эту 4-ю группу. И там американский избиратель дал приказ своему новому президенту все это дело пересмотреть, а вот в Украине до сих пор мы продолжаем работать по старым, постсоветским, хрупким, неработающим институтам, которые, безусловно, являются частью проблемы, но никак не частью решения. Тут у меня вообще куча вопросов, Ярослав. Давайте, супер. Да. Ну давайте начнем с того, что вы нас объединили в одну группу с Китаем и Индией. Китай и Индия за последние годы самые быстро растущие экономики, поправьте меня, если это не так. Таким образом, мы ставим под вопрос вообще необходимость наличия свободной экономики, потому что опыт показывает другое. Я понимаю, что сейчас очень многие возмутятся, скажут, что ты такое говоришь, но я сейчас исхожу из просто фактов, да, из чисел и фактов. Поправьте меня, если это не так. И в этом смысле, если мы рядом с Китаем и Индией и будем расти так же плюс-минус, как они, то почему нет, черт возьми? Спасибо за вопрос, действительно очень важно, потому что если оценивать Китай не как зоны свободной торговли, специальные экономические зоны, в которых действительно созданы прекрасные условия для бизнеса, производства, экспорта, вот в этих пятнах экономической свободы капитализма действительно все хорошо, как Гонконг, например, да, это является типично, или же Гуанчжоу или Макао, это специальные зоны с специальным законодательством, которых и обеспечивают львиную долю экономического роста и развития, и вы знаете, что каждая провинция имеет не один, а там десятки таких зон, за счет, собственно, чего и происходит и развитие, привлечение инвестиций, и это как раз тот пример, который доказывает, что есть даже тоталитарные, авторитарные страны, для того, чтобы обеспечивать экономический рост и развитие, для себя, для избранных, для фаворитов номенклатуры создают особые парки, зоны, значит, какие-то СЭЗы, другие образования, в которых вот и они создают условия благоприятной экономической свободы. В индексе экономической свободы же оценивается mainland, то есть стандартный климат, да, и в Китае, и в Индии. Индия, например, по экономической свободе на 84-м месте для сравнения, то есть Индия начала работать в этом направлении, ну, буквально последние там 15 лет, и да, вот последние годы, когда особенно инвесторы переключаются из Китая на Индию, она растет быстро, но опять-таки инвесторы сталкиваются, если они работают не в специальных зонах, с бюрократией, значит, с верховенством, от дискреции там чиновников, с тем, собственно, что есть в Украине. Поэтому есть, вы знаете, целое исследование, и вот буквально вчера вышло исследование Европейского банка реконструкции и развития, до этого были доклады ЮНКТАДа,
о том, о динамике специальных экономических зон и как они влияют на экономический рост. Да? Так вот, если мы, с одной стороны, мы можем на территории страны сделать там 80-100 технопарков, специальных зон, через которые будем проводить экономическую политику, это одно. А с другой стороны, мы можем поступить иначе. Мы можем не чиновникам доверять, решать, где будет развитие экономики, какая будет структура капитала, а предпринимателям, людям. Это вот мой подход, да? Что мы до сих пор не создали рыночную структуру экономики, капитала, занятости, и для того, чтобы нам обеспечить долгосрочный, быстрый, инклюзивный экономический рост, то есть инклюзивный имеется в виду, что зарабатывает не только 3% распорядители, потребители чужого и выгодополучатели благ, да, а все украинцы благодаря своей трудолюбию, инновационности. Вот такой подход мы предлагаем. И заметьте, Китай и Индия, да, когда они вот сталкиваются с серьезными проблемами, Китай сегодня как раз пример того, что ручное управление структурой капитала, да, как они это делали и по элементам зеленой экономики, и по инфраструктуре, и по рынку недвижимости, и по банкам, оно вот приходит к тому моменту, который очень мне сильно напоминает тот же, помните, азиатский кризис конца 90-х, когда только Южная Корея потеряла в результате катарсиса около 20% ВВП. И мы, обладая такими знаниями, действительно должны это учитывать в своей экономической политике, и с учетом того, что скорости технологий, развития, да, сегодня совершенно другие, чем были там 50-60 лет назад, мы обязаны просто идти вперед и предоставлять как можно больше экономической свободы именно малому среднему бизнесу, а не только делать ставку на государственные, там, частно-государственные коммерческие проекты. Позвольте тогда вернуться к вашей фразе, что инвесторы идут сейчас из Китая в Индию. Это ведь тоже очень важный момент, потому что Индия по индексу свободы, вы перечислили, тоже где-то там не очень-то высоко находится. Смотрите, из, казалось бы, несвободной страны, которая в одном, да, рейтинге, там, да, другую несвободную страну, согласно рейтингам, да. А где же здесь свобода? Вот. Это очень важный, мне кажется, момент на этом остановиться. Не знаю, может, не знаю, как вы это прокомментируете. Смотрите, когда мы говорим про динамику, да, Индия имеет, безусловно, большой потенциал для роста, но этот рост может быть, там, условно, может быть расти Индия там, в ближайшие там, 10 лет темпами 5-7% ВВП. Может, если она начнет коммерциализировать свои природные ресурсы, если начнет впускать иностранный капитал, если начнет создавать особые условия там, для глобальных цепочек ценностей, которые создают там, половину торговли, она, конечно, будет расти, но потом она упрется в потолок, да, и знаете, вот этот рост может быть не для 1,5 миллиарда индийцев, да, индусов, которые живут в стране, да, он может быть охватывать там 200-300 миллионов. Это, конечно же, лучше, чем то, что мы имеем сегодня. Но когда мы говорим про то, чтобы вот этот вот экономический рост, модернизация поднимали из грязи в князи, из не только там избранных участников государственных проектов, да, там в рамках промышленной политики, инновационной политики, то здесь важно просто опять-таки доверить людям. Ведь когда мы говорим, да, про здравый смысл, а мы говорим про экономический IQ и здравый смысл, то здесь вот опять-таки в рамках ты своими деньгами управляешь лучше, либо ты доверяешь другому управлять их и считаешь, что он лучше тебя справится с твоей задачей. Причем этот второй не твой там акционер, не твой менеджер наемный, да, а человек, которого избрали другие люди, он государственный чиновник, работает в большой системе. И с моей точки зрения, если мы пойдем по пути опять, децентрализация системы принятия решений и как можно больше частного сектора в режиме открытой конкуренции, то мы выиграем. Потому что, когда мы говорим про Индию, да, и Китай, не будем забывать, что эти страны большие, 1,5 миллиарда населения с большим гигантским потенциальным спросом. И они могут совершенно по-другому определять свою экономическую политику, но даже они понимают, что без иностранных инвестиций, без привлечения капитала они не могут ничего самостоятельно сделать. У них технологий нет. И поэтому они последние 20-25 лет, особенно Китай, этим занимался. В Украине, если посмотреть по объему привлеченных иностранных инвестиций на душу населения, мы опять-таки там в
в хвосте Европы, вот, мы где-то раз там в 8 отстаем от среднего показателя по ЕС. Соответственно, мы вроде бы гостеприимны, опять-таки здравый смысл подсказывает, если вы хотите, значит, чтобы к вам относились с уважением, если вы хотите, чтобы вас защищали, будьте гостеприимны не только там борщом, какими-нибудь другими еще изысками культуры, но будьте также гостеприимны экономическими условиями. Вот это тоже один из выводов нашего индекса. Ярослав, теперь по поводу... Кстати, а где Америка? Вот в какой она группе? Для сравнения. На 16-м месте. У нас Америка, значит, смотрите, Америка имеет 16 место. У нее 17 место по личной свободе, она 5 место по экономической свободе, она 14 место по индексу защиты прав собственности. То есть лучший показатель, который в Америке есть, это индекс глобальной инновационности, третье. В результате она имеет 84 балла, но опять-таки она вот на одном уровне с Японией, Сингапуром и Эстонией. И вот опять-таки... Это первая группа, да? Первая группа, да? Да, первая группа, да. В первую группу и Южная Корея, и Тайвань, и Австрия. Практически, когда мы опять-таки, когда мы говорим, мы хотим ориентироваться на Европейский Союз, на европейские ценности, на западную цивилизацию. Но и в первой группе, да, вот самых там стран, умных стран с высоким IQ, практически там львиная доля стран Европейского Союза, западная цивилизация. Ни одной страны западной цивилизации англосаксонской культуры нету, которые бы не были, там пренебрежительно относились к здравому смыслу. То есть мы, когда говорим, что мы хотим как можно быстрее стать членом Европейского Союза, ориентация на здравый смысл в экономике крайне важна для того, чтобы убедить самих украинцев. Почему это нам надо? Потому что если нас будут убеждать, это очень важный аспект, да, что нам надо Европейский Союз, потому что мы там европейская страна, это одно, это не цепляет украинцев. А когда они будут знать, и вот когда мы говорим с нашими там коллегами с Польши, с Литвы, с Латвии, вот недавно был бывший министр Латвии, выступал на целом ряде конференций в Украине, вот, и он говорил, знаете, самое главное, что вы можете получить от Европейского Союза, это rule of law, верховенство права. И все так, ну подождите, мы говорим-то про деньги, мы про инвестиции, говорит, нет, rule of law, институты. И вот опять-таки ориентация вот на это, на мой взгляд, является критически важной. Потому что, знаете, когда вы рассматриваете Европейский Союз там, или Америку только как источник денег, финансов, там, грантов каких-то, это немножко унизительно, да? А когда партнерство заключается в том, чтобы вместе, опять на принципах экономической свободы, защиты прав собственности, коммерциализировать, монетизировать страну, и это обеспечивает рост экспорта, обеспечивает рост инвестиций, обеспечивает рост заработной платы и так далее, вот это подход, на мой взгляд, правильный, который, с одной стороны, объясняет логика, теория экономическая, это теория предпринимательского роста, с другой стороны, вот наш индекс экономики здравого смысла тоже подтверждает данный вывод. Ярослав, тогда я понимаю, что мы еще не дошли до 5 группы, она нас обязательно дождется, но если можно, я хотела бы по Украине еще обратить внимание на некоторые аспекты. Вот я внимательно вас слушала и обратила внимание, что вы поставили другие страны, простите за такую формулировку, постсоветского пространства, я понимаю, что она уже несколько устарела, но тем не менее, для понятности, да, ситуации. Другие страны постсоветского пространства намного выше Украины. Мы говорим здесь о Молдове, об Армении, мы говорим о Грузии, да, но если, допустим, с Грузией мне понятно, я тут вспоминаю реформу Саакашвили, как их не вспомнить, да, вот, то, может быть, я что-то пропустила в реформах там Молдовы, Армении. Я сразу признаю, вот, сразу хочу сказать, что нас будут смотреть и в этих странах тоже. Я признаю, что я могла что-то пропустить. Но не кажется ли вам, что здесь слишком много субъективности? И еще одно, не кажется ли вам, что война является тоже фактором этого процесса? Смотрите, в отношении субъективности, да, вот чтобы не было обвинения в субъективности, мы понимаем, что 6 индексов, 6 организаций, они между собой никак не объединены, они не партнеры, они совершенно разные, да, там Фрейзер канадский, Cato Institute американский, значит, Legatum британский, WIPO, это международная организация интеллектуальной собственности, это вообще международная организация. Мы идем, верховенство права, это опять-таки международная
организация европейская, которая имеет очень большой авторитет. Индекс защиты прав собственности оценивает всемирно известный перуанский экономист Эрнандо де Сото, который опять целый ряд книг написал, научных исследований, со своей методологией. Да? Они пользуются данными там, из сотен источников, причем там есть, безусловно, и Всемирный банк, и Международный валютный фонд, абсолютная цифра, они пользуются данными по оценке качества госуправления Всемирного банка, института. То есть это то, что есть сегодня в мире, да, то есть какого-то там предвзятости, значит, вот этих организаций, соответственно, и моей тут никакой быть не может. Мы в открытом источнике пользуемся этими данными, соответственно, если, например, оценивается Грузии там индекс экономической свободы, а там четкая методология, которая прослеживается там на 30 лет назад, и грузины вообще были в первой десятке, да. Когда-то, когда вот был Саакашвили с Каха Бедукидзе, они делали реформы, поэтому здесь это четкий показатель того, что там реформы произошли. То же самое мы говорим про Армению, там, например, по денежно-кредитной политике, по размеру государства, по, опять-таки, свободе торговли, по финансовой свободе. Все эти конкретные параметры имеют свои количественные ограничения, и опять, это не я, не вы придумали, что, например, Украина по индексу финансовой открытости занимает последнее 167 место в мире в 2023 году. Это индекс такой, который, опять-таки, один из очень ученые делают ее для того, чтобы показать свободу перемещения капитала по платежному балансу. И вот поэтому Грузия, Армения подтягивается, да. Считается, например, вот один из таких параметров, которые отдельно нужно указать, это как мы в Украине воспринимаем, например, ту же денежно-кредитную или там монетарную свободу. Да? Монетарная свобода, и вам каждый там ученый скажет, что это стабильность цен, инфляция до 2%. Собственно, когда, помните, вот сейчас в Европейском Союзе, Америке, когда был кризис стоимости жизни, высокая инфляция, беспрецедентная высокая за 40 лет в Америке, она была 8%. И поэтому сейчас вот и Дональд Трамп, и Байден, там, и Европейский центральный банк говорят, да, мы вот 4 года снижаем его до нашего таргета, нашего уровня 2%. Среднегодовой уровень инфляции в Украине 2004-2023 12,7%. И поэтому, когда вы говорите «война», это не про войну. Мы же не оцениваем параметры последних 2 лет, да, то есть, да, это эти места, но если бы, например, мы видели резкое ухудшение позиций Украины в индексах, да, там 2022, 23, 24, тогда да. Но вот единственное, что индекс экономической свободы обвалился до 150 места, 150-го, но в истории у нас было 144 место. Мы никогда не входили в первую даже сотню. То же самое касается индекса защиты прав собственности. То есть это не какое-то временное ухудшение, да, в связи с тем, что война, там, и у нас нужно было сделать расширение размера государства. Это как раз отражает классическое, стандартное состояние нашей страны, которое в других странах не было. Поэтому Молдова, оно немножко выше, да, или, например, Кыргызстан тоже 90 место, вот, потом, значит, если взять, например, с третьей группы, что у нас Болгария, да, вот Болгария, вот 48 место в индексе свободы, 52 место. Это страна, которая начинает, как раз вот она позже стартовала, но она по разным причинам не делала там реформу правовых институтов. Она идет по пути, например, там у нее 6 свободных экономических зон, которые не сумели внедрить в тело Европейского Союза, и там идет действительно большой экономический рост и развитие за счет этих зон. Но Болгария, на мой взгляд, вот тоже, знаете, всегда нужно использовать какой-то вот, есть предел такого роста, потому что как только будет бурное экономическое развитие только за счет зон, то и Польшу прижучат, и Болгарию, и мы знаем, например, споры между Ирландией, которая тоже создавала особые льготные налоговые условия, споры между Ирландией и Европейским Союзом, ирландцев тоже заставили эти так называемые лазейки убрать, да? Нам же нужно сделать не лазейки, нам нужно делать принципиально новое законодательство, которое бы учитывало в том числе негативный опыт Европейского Союза. Опять-таки мы с вами уже обсуждали закон Марио Драги, который говорил, что
конкурентоспособность Европейского Союза утеряна из-за чрезмерной бюрократизации. И вот эта red tape, или там бюрократия, является тоже тем элементом, которым постепенно борются и в Болгарии, и в Молдове, и в Румынии. Вот опять косвенным подтверждением моих слов является индекс структурной готовности или транзита к рыночной экономике Европейского банка реконструкции и развития, в которых опять-таки по 6 компонентам Украина отстает. Вот. И это тоже факт, опять-таки, независимой оценки, своя методика, там, никто на ИБРР не давит, это ученые делают, опять-таки, больше 30 лет, и выводы очень близкие к тем выводам, к которым мы приходим со своим индексом. Ярослав, можно один вопрос, который вообще, может быть, покажется вам Давайте, странным, конечно. но тем не менее, да? Раз уж мы заговорили об объективности разных индексов, то вот вы, когда перечисляли, ссылались на индексы разных институций, как правило, это были западные институции. Единственное, я обратила внимание, записала за вами, вы вспомнили перуанского эксперта. Я, кстати, не знаю, в западном работает, в каком-то, тоже в западном, да? И в связи с тем, что мы видим, как активно растет БРИКС и вот, ну, как объединение, и экономическое, и, возможно, и геополитическое со временем, и какое-то военное, может быть, но пока еще рано, но как экономическое точно. Существуют ли какие-то такие рейтинги незападных институтов стран? Или рейтинги это, как правило, только вот западные делают организации? Ну вот, украинский появился первый. Мы стали пионерами в этой так ситуации. Мы же тоже часть Запада, мы же часть его. Нет, подождите, мы стремимся к западной культуре, к западным стандартам. Конечно же, мы ориентируемся на Запад, я, по крайней мере, это так себя вижу, вот, и мы действительно там будем, но когда мы говорим про выработку того или иного рейтинга, да, безусловно, очень важно накопление интеллектуального потенциала капитала для того, чтобы что-то подобное представить. Я вот больше там с начала 2000 году являюсь членом такой Atlas Network, это сеть мозговых центров, которая занимается продвижением либеральной повестки дня, вот куда входит в том числе и когда Милей был руководителем своего мозгового центра, он тоже в этой организации состоит, так что мы с ним коллеги. Вот, и вот мы часто обсуждали, вот, при помощи каких рейтингов и как можно донести определенные сложно-теоретические выводы, да, и заинтересовать людей экономикой, чтобы они не интересовались только там хлебом, маслом, ценами, курсами, то есть это все такое, знаете, такое попса такая, да, а чем-то более серьезным, глубоким, да, чтобы они шли на выборы, и у них, например, был какой-то простой такой инструмент оценки того, что сделали предыдущие и что обещают другие, да, и вот здесь, когда мы говорим там про западный рейтинг, вы говорите, да, у каждой организации есть свои партнеры по всему миру. Тот же Фрейзер канадский, да, он работает, я являюсь тоже членом этой глобальной сети мозговых центров по продвижению свободы. У них есть мозговые центры в Африке, в Азии, в каждом континенте, в Южной Америке. И когда мы собираемся по оценке методологии, по оценке данных, делается аудит экономической свободы, да, то есть делается просто там, приехало 3 профессора из Канады или из Америки и сказали, вот, аборигены, делайте так, мы решили. Так это не работает. Есть партнерство. Просто в данной ситуации очень важно понять, чтобы эта вот сеть, да, или партнеры, вот как мы в Украине находимся, чтобы они имели голос при обсуждении выработки экономической политики, и эти выводы учитывались, когда, например, идет вот план стійкости или план перемоги, план модернизации, там какие-нибудь другие документы. И для того, чтобы эти документы сработали, чтобы не были просто для галочки, нужно, чтобы они были основаны как раз на очень прочной, настоящей экономической науке, которая является австрийская экономическая школа, а второе на здравом смысле, правильно же? Если мы показываем корреляцию, да, между здравым смыслом и всеми этими параметрами, да, то логично сказать, ну, друзья, мы 33 года в Украине шли вот этим путем, и мы зашли в тупик, в экономический, я уже не говорю про вопросы безопасности, да, и давайте попробуем то, что сработало там в десятках стран мира. Причем, опять-таки, в Украине есть целый ряд мозговых центров, которые являются частью этой сети, но, опять-таки, их мнение, к сожалению, часто игнорируется. И наша задача сделать так, чтобы в стране там нашими совместными усилиями появилось такое интеллектуальное сито для
недопущения, это называется иммунная интеллектуальная система для недопущения в страну вредных идей и вредных предложений, от кого бы они ни исходили. Либо от Америки, либо от Брюсселя, либо от Пекина, потому что очень часто можно слышать, типа, делайте как Китай, делайте там как Бразилия, делайте как Турция. И люди, которые, хватают только за лозунги, да, они часто, собственно, совершают ошибки. Поэтому, опять-таки, одна из задач данного индекса, в том числе, это подтянуть интеллектуальное поле и сформировать вот тот самый иммунный слой в стране интеллектуалов, который бы вопросами, оценками минимизировал бы приход к власти популистов и тех людей, которые разоряли нашу страну последние десятилетия. Ярослав, что я должна сказать? Я должна сказать, что мы должны перейти к 5-й группе. Я даже не знаю. Это, знаете, в этот момент должны зазвучать барабаны. И я просто хочу сказать, что вы же обозвали просто 35 несчастных стран и сказали, что их правительство – это правительство экономического чего-то. Невежества. Невежества. И я даже боюсь, чтобы вы сейчас начали перечислять эти страны. Это же просто... Не, слушайте, что есть, что есть. Знаете, да, вы приходите к врачу, да? Знаете, мы же как мы с вами как врачи, да? Я же не могу сказать... Не, я на это не согласна. Да, вы же просто делаете интервью с врачом. Если страна последовательно игнорирует не только экономические законы, но и здравый смысл, она, значит, предпочитает оставаться в неведении, в невежестве, потому что это невежество является прикрытием коммерческих интересов, как я их называю, VIP-распорядителей, потребителей чужого. То есть, грубо говоря, в стране экономического невежества всегда эти 3% людей, которые всегда зарабатывают за счет 97% остальных. Это неравенство отсюда, это олигархат, это бесправие, это торможение. И бывает такое, что, например, страна в те или иные периоды могут обеспечить экономический рост. Либо сделать отдельные такие оазисы, вот как Турция. Да? Турция первая в этом списке, она не дошла до 4-й группы, и мы видим, что индекс свободы человека там 128, индекс экономической свободы 138, то есть не в зонах, потому что в Турции, например, из там, по-моему, 250-280 свободных экономических зон, которые являются специальными. То есть вход, режим работы там, это не общий турецкий. Поэтому Турция, с одной стороны, вот она является там примером этими, как зоны, это вот приближенные там к 2-й группе, 3-й группе, да, а сама вся mainland Turkey, да, она скорее вот именно в группе экономического невежества. И опять-таки, если турецкое руководство понимает, что экономический рост есть в зонах, почему бы не создать такие условия для всех граждан страны? Здесь Азербайджан, Беларусь, здесь Кот-д'Ивуар, здесь Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Египет, Иран. Последнее место занимает Йемен, Судан, Венесуэла. Значит, смотрите, опять-таки пример вот того, как венесуэльское руководство, оно, по сути дела, такое авторитарное, тоталитарное, гангстерское, если сказать, да, и вот оно взяло власть в руки. Страна богатейшая на природные ресурсы, на топливно-энергетические ресурсы. И что? Что это дает ей? Венесуэла страна там бедствия, грубо говоря. И вот когда отключается экономическая наука, здравый смысл, страна становится зоной бедствия. Материального, морального, бизнес-бедствия, бегство капитала, бегство людей происходит. И поэтому, когда вот, знаете, мы говорим про страна в общем рейтинге, эта зона начинается с 96-го места, а наше общее место 89-е. То есть 89-96 не так-то далеко. Вот. Там путь до первой тридцатки, это действительно требует такой консолидированной работы наших элит, да, а вот до зоны или до группы 5-й экономического невежества, действительно рукой подать. Поэтому опять это для того, чтобы мы не думали, что мы почти западники, мы почти европейцы. У нас как в Европейском Союзе. Друзья, Европейский Союз всегда в любом рейтинге, большая половина стран входит в топ-30.
нету ни одного рейтинга, где бы страны Европейского Союза были бы за, там, редким исключением, по-моему, там, это касается Греции, это касается Италии, по-моему, да, где бы не было в топ-50. Это стандарты экономической политики, стандарты качества институтов. И вы не можете просто претендовать на статус локомотива, партнера, частью или там на деньги глобальных цепочек ценностей, не будучи как бы в топ-50 хотя бы одного из этих рейтингов. Мы нигде в топ-50 даже не входим. А задача наша стратегическая, да, если мы, вот, повторяя значит, установку и президента, и правительства, которое они озвучили, мы хотим стать страной с ВВП больше $1 триллиона, то есть войти в топ-20 стран с таким параметром, да, тогда единственный научно обоснованный, исторически проверенный путь, который опять подсказывает и индекс здравого смысла, это опять вот идти по пути расширения свободы. Мы должны строить фундамент нашего развития не на основе государственной, промышленной, инновационной, любой политики, а на основе частного предпринимательства, экономической свободы и решений о том, какой быть экономике не там 200 тысячам участников госпрограмм, а 8 миллионов людей, которые будут в той или иной степени заниматься бизнесом, малым, микро, средним. И вот они являются полноценным, гораздо более мощным локомотивом экономического роста и развития. Тут сразу несколько вопросов. Первый по Турции. На секундочку, Турция входит в большую двадцатку. Да. И у нее высокие темпы роста, и я так навскидку даже вот сейчас, пока вас слушала, подсмотрела в интернете, потому что сама не знала, но больше 4%, да, там сейчас идет, несмотря на все, на инфляцию высокую, на многие другие вещи. Это первое. И Азербайджан здесь, я бы точно, дает высокие показатели роста, и ВВП растет достаточно быстро. Вот в этом смысле... Почему это вдруг вы их засунули в 5-ю группу? И тут же сразу же вот те, кто будут смотреть нас там в Турции, Азербайджане, у нас есть такие зрители, они скажут, конечно, согласно вашим западным рейтингам, да, вы себе там поднимаете какие угодно себя там на удобные позиции, а нас вот там в 5-ю группу списываете. Ярослав, что-то надо на это Смотрите, опять безотносительно, это же не про человека, да, то есть в любой стране это же не про культуру, не про там, уважение, там, безусловно, уважаем каждого человека в каждой стране, мы никакой дискриминации не делаем, но просто это не западные рейтинги, да, опять подчеркиваю, друзья, речь идет о том, что есть определенная, вот, экономика это не западная наука, да, это не там наука предпринимателей. Это наука такая же, как медицина. Не бывает там почки республиканца, почки демократа, почки азербайджанца, почки украинца. На самом деле, они есть почки-почки, если мы говорим про здоровье человека. То же самое климат, то же самое законы там, анатомии, всемирного тяготения. Законы работают везде. То же самое здесь. Есть законы экономики. Есть там теория денег, да, или теория бизнес-циклов, она неумолимо работает где угодно, да. Что касается Турции, да, здесь очень важно понять, что когда мы говорим про темп экономического роста 4% Турции, надо учитывать элемент инфляции и как рассчитывается данный показатель. Данный показатель, когда инфляция там превышает там, 50%, а в Турции, по-моему, там она именно такая, то сбиваются параметры как раз оценки реальных темпов экономического роста, потому что можно там дефлятор посчитать как угодно. И здесь опять Турция растет или имеет данные темпы роста не за счет того, что вся страна, там, вот мы говорим про инклюзивный рост, да, а за счет того, что эти вот 250 свободных экономических зон, специальных экономических зон, работают в них хорошо, там работают другие законы, там работают фавориты центрального или местных властей. Да, они могут периодически расти. Да, Турция завела в себя цепочки промышленных предприятий, европейских и других. Да, это факт. Но когда мы говорим про рывок, когда мы говорим про то, чтобы все-таки это был, благополучная страна, там, где есть свобода каждого человека, а не избранного, потому что это такая форма дискриминации, тогда мы ориентируемся как раз на здравый смысл. Мы же говорили, здравый смысл, быть свободным лучше, чем не свободным, да? Здесь там не было быть свободным в зоне какой-то, да? Там быть свободным вообще.
и мы говорим про вот а если свобода экономическая там в Турции, например, если вы хотите просто зайти в любой город и начать бизнес. И здесь ее ответ нет. По индексу экономической свободы 138 место. В Азербайджане 128 место. Есть ли права собственности в Азербайджане у тех людей, которые не работают и не согласовывают свои проекты с властями? Ну, судя по этой оценке, там их ограниченное количество. Поэтому, опять-таки, здесь нету какого-то там специального отношения к странам, которые находятся там в определенном, значит, географическом регионе, либо обладают и не обладают ресурсами какими-то, значит, природными. Это универсальная методология оценки. Это очень важно понять, что здесь дискриминации нету. И для того, чтобы и Азербайджан, и Турция, и Беларусь, та же, опять-таки, которая обладает, как многие говорят, ну да, Беларусь имеет, например, там высокоразвитый IT-сектор. И что? Да, там есть специалисты IT, которые работают на российскую оборонку и работают, делают оружие, которое направляется против России. Они по формальным критериям действительно являются качественным человеческим или профессиональным капиталом. Но это является ли это качеством, основанием для того, чтобы сказать, что в Беларуси используют мозги или здравый смысл? Нет, это страна, где есть режим, когда страна создает режим, в котором выгодополучателем является 3%, и они ущемляют свободу, это как раз является параметром неумного правительства. И чем больше дискриминируется, чем больше лишаются свободы люди за счет такого своего правительства, тем, на мой взгляд, хуже развивается страна. Ярослав, ну и позвольте, наверное, вот тоже вопрос, может быть, последний, да, тут вот что важно. Даже в последних там выступлениях, которые там в Америке вот, звучали по поводу того, как же договориться все-таки Западу со странами глобального юга, или так называемыми странами глобального юга, звучали мысли о том, что нужно учитывать просто культуру, что не все страны могут быть демократическими, не все страны могут быть свободными, и у всех по-разному подходят к тем или иным критериям свободы и так далее. Вот с вашим рейтингом, где в этом вашем рейтинге место другим культурам? Потому что, повторюсь, это очень теперь по-разному. Потому что раньше какая была идея? Что все страны должны быть демократические и демократически одинаково, да? Счастливы одинаково. Сейчас уже как бы вот возникает другая история. И мы видим, как развиваются сейчас страны так называемого глобального юга. Вот как здесь, что с этим делать и как... Вот... Австралия – глобальный юг, Новая Зеландия – глобальный юг, Южная Африка – глобальный юг, Ботсвана, Маврикий и так далее, и так далее. Поэтому я вообще, эти обобщения, там, агрегатные показатели являются одной из причин тех замков, тех клэшей, которые мы рисуем, потому что на самом деле такого понятия не существует. Как, например, БРИКС является чисто условным таким пока еще там, архитектурным задумкой, не объединенным, не обремененным никакими обязательствами, ничем. Поэтому это скорее вот такой, знаете, политологический дискурс, который, нам не помогает понять, что происходит на самом деле. И опять, друзья, Людмила, почему, например, мы, когда говорим про нечто объединяющее, да, вот когда мы говорим закон, наука объединяет, да, объединяет здравый смысл, объединяет. Почему говорю 10 тезисов? Вот человеку любой культуры, любой религии, да, вот дать на пробу вот этот самый индекс. Да? И сказать, друзья, вот вы согласны, лучше быть свободным, чем не свободным. Если в рамках этой культуры человек скажет, да, лучше быть не свободным, тогда этот индекс действительно не для него. То же самое, если быть в безопасности, небезопасности. Если он скажет, что безопасность – это служить королю, служить диктатору, служить авторитарному лидеру, вот это культурный срез. Либо иметь справедливый, честный, объективный суд, либо бесправие, либо решение какого-то чиновника. Опять вот по всем кирпичикам мы и оцениваем те или иные, культурные коды, что ли. Да? Да, есть страны, в которых, например, исходя из информационного поля, из образования, из религиозного там этих убеждений, люди будут говорить, да, мы должны служить верховному правителю.
там, как Лукашенко, да, вот как на уровне почти религии, да, нужно, или там рашисты говорят, Путин это там наш избранный президент, он прав, и то, что он говорит с этого зомбоящика, это правильно. Но это же ложь, да, мы же все прекрасно понимаем, что это ложь, и исходя из тезиса «лучше правда, чем ложь», да, объективная правда, мы оцениваем вот эту самую, этот самый режим, эту самую культуру. Почему говорим, что вот рашистская культура или российская культура, она выродилась, потому что культура прогрессивная, культура цивилизационная не могла бы допустить до появления, развития и укрепления такого рашистского нацистского режима в 21 веке. Но это случилось, это культурный провал. Вот, поэтому, опять-таки, до западной культуры мы видели разные цивилизации, разные были культуры, но только западная цивилизация, благодаря, опять-таки, вот это прекрасно сказал Милей в своем выступлении в Всемирном экономическом форуме, которое основывалось на простых вещах: свобода человека, права человека, защита частной собственности, открытая конкуренция, и стала тем вот этим драйвером цивилизационного вообще развития, который, в конце концов, сделал то, что обещали другие культуры. Борьба с бедностью. Кто победил бедность? В Китае. Не победила коммунистическая партия вместе с профсоюзами, а победило предпринимательство, когда китайцы уже поняли, что мы дадим людям просто самим зарабатывать, а не будем там с бизуном, там, с палкой над ними стоять. То же самое в Индии сейчас. Когда мы говорим про феноменальный успех сегодняшней экономики, мы говорим про финальный успех того, что люди начали пожинать плоды, вот это, знаете, кто-то больше, кто-то меньше, как раз вот этой самой западной цивилизационной платформы, культурного кода, он начал постепенно интегрироваться в другие платформы, и конфликта какого-то такого непротиворечивого здесь нету. Либо вы делаете человекоцентричную модель, это одно, либо вы делаете модель государственно-левиафаноцентричную. Вот это самое главное проявление. Если, например, есть какая-то культура, в которой говорят: государство наш Бог, мы молимся государству, ну да, вот докажите тогда, что вы можете делать прорывные открытия, вы можете делать высокий уровень жизни, вы можете делать продолжительность жизни 90 лет, вы можете делать те блага, которые, собственно, ну, по которым и есть, идет конкуренция культур. Если же этого нету, ну тогда западная цивилизация, западная культура, как бы ни хотели, как бы вы ни называли, является лучшей для достижения этих целей. Президент Международного института свободы Ярослав Романчук был сегодня с нами на связи. Ярослав, спасибо вам огромное, что вы сегодня были с нами. Спасибо, что представляли у нас этот индекс. Я еще раз напомню, что он называется «Индекс экономики здравого смысла» или «Экономический IQ стран мира». Многие страны на вас обидятся, конечно. Сразу я вас предупреждаю, будьте к этому готовы. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами. Людмила, я опять-таки не про людей, это про правительство, интеллектуальный фонд, который есть. Вот главное. Это тот инструмент, при помощи которого мы можем оказывать давление, влиять на правительство, чтобы оно поумнело во имя того, чтобы была свобода и развитие. Ярослав Романчук был сегодня с нами на связи. И, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon и YouTube. Оставайтесь с нами.